Как спастись от молнии? Активность гроз представляет собой одно из наиболее опасных природных явлений. Когда молния поражает человека, его тело подвергается воздействию разряда с напряжением, достигающим миллиардов вольт. Данные о количестве смертей от ударов молнии варьируются. Одни источники указывают на 6 тысяч случаев ежегодно, другие – на 24 тысячи. Нам с детства говорят, что молнии часто поражают высокие объекты, поэтому опасно укрываться под деревьями во время гроз. Это абсолютно верное утверждение, однако важно знать, куда еще могут поразить молнии и где существует наибольший риск смерти от их воздействия. Ответы на эти вопросы уже известны ученым. Исследователи давно установили, что грозовые облака формируются в зонах столкновения воздушных масс с разными показателями давления, температуры и влажности. Эти условия чаще всего наблюдаются в тропиках, близ экваториальной зоны в Южной Америке, Африке, Юго-Восточной Азии и так далее. Здесь поверхность Земли сильно прогревается, и поднимающийся теплый воздух быстро сталкивается с холодными воздушными потоками, вызывая образование молний. Таким образом, наибольшее количество гроз происходит рядом с экватором. Однако это явление также встречается и в других регионах, включая Россию. Грозы здесь особенно часты в жаркие летние месяцы, поскольку нагретый солнечными лучами воздух поднимается вверх, не успевая охладиться, и вызывает молнии. В некоторых местах молнии случаются редко, но есть исключения. Например, район устья реки Кататумба Венесуэлы, где наблюдается около 200 грозовых дней в году, считается одним из мест с наивысшим риском поражения молний. Такое большое число гроз связано с высокой концентрацией метана в атмосфере, усиливающей дисбаланс в тропосфере, где чаще всего происходят удары молний. Ученые отмечают, что молнии ленивы. Они выбирают кратчайший путь к Земле, поэтому обычно поражают высокие объекты. Наиболее часто молнии попадают в небоскребы. К примеру, в Нью-Йоркскую башню Empire State Building ежегодно попадает свыше 20 молний. В России рекордсменом по количеству ударов молний является Останкинская телебашня высотой 540 метров. Ее поражают молнии примерно 40 раз за год. Когда молния попадает в высотное здание, люди внутри обычно остаются невредимыми. Однако такой разряд может повредить изоляцию проводки, вывести из строя электрическое оборудование и вызвать пожар, что уже представляет угрозу жизни. В 2020 году мощная молния ударила в китайский небоскреб, вызвав яркую вспышку света, осветившую все вокруг. На видеозаписи видно, как вертикально поднимается яркий столб желто-оранжевых искр. Риск попадания молнии напрямую связан с окружающей обстановкой. Если поблизости отсутствуют высокие деревья, то молния может поразить человека. Например, если кто-то окажется посреди открытого поля, велика вероятность того, что именно он станет целью молнии. Также молнии нередко поражают животных, особенно высоких, таких как жирафы. Особую осторожность должны проявлять рыболовы, выходящие на воду на лодках. В условиях открытой водной глади человек в лодке становится самым высоким объектом, привлекающим молнии. Как защититься от удара молнии? Прежде всего, надо помнить, чего категорически нельзя делать во время гроз. Не прячьтесь под высокими деревьями, особенно одиночно расположенными, ведь они станут первоочередной целью для молнии. Даже если молния не поразит вас непосредственно, вы рискуете получить серьезные травмы от обломков дерева или оказаться придавленными. Если гроза застигнет вас на природе, лучше присесть на корточки в низине и обнять колени руками. Если вы находитесь в городе, постарайтесь зайти в магазин или подъезд. Оставаться на автобусных остановках нежелательно, так как они не защищены от молний. Как и на природе, избегайте близости к деревьям и другим высоким объектам. Надо ли отключать технику во время гроз? Существуют разные мнения относительно необходимости отключения смартфона во время гроз. Некоторые полагают, что телефон создает слабое магнитное поле, способное привлечь молнию, и рекомендуют его отключать. Другие уверены, что магнитное поле современных устройств слишком незначительно, чтобы повлиять на ситуацию. Однако отключение электроники от электросети действительно рекомендуется. Молния, попавшая в линию электропередачи, может создать опасное перенапряжение, из-за которого устройства могут выйти из строя, даже если они были отключены, но оставались подключенными к розетке. Поэтому перед грозой лучше отключить всю технику, это займет немного времени, но поможет избежать неприятностей. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми.
Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова.